Справедливый суд. Право на справедливое судебное разбирательство и на равенство перед судами и трибуналами является важнейшим элементом защиты прав человека. Это право гарантирует равный доступ и равенство состязательных возможностей и обеспечивает, чтобы обращение со сторонами в судах было свободным от какой бы то ни было дискриминации. Требования, касающиеся компетентности, независимости и беспристрастности суда, являются абсолютным правом. Требования независимости относятся к порядку и условиям назначения судей и гарантиям их несменяемости до достижения установленного законом возраста выхода в отставку или же истечения срока их полномочий. Государства должны принимать конкретные меры, гарантирующие независимость судебной системы, обеспечивающие защиту судей от любых форм политического вмешательства в процесс принятия ими решений. Необходимо защищать судей от конфликтов интересов и запугивания. Закон должен гарантировать независимость судей, их статус, включая срок пребывания в должности, их независимость, безопасность, надлежащий должностной оклад, условия службы, пенсионное обеспечение и возраст выхода в отставку. Все судебные разбирательства по уголовным делам или же в каком-либо гражданском процессе в принципе должны проводиться устно и быть открытыми для публики. Публичное слушание служит важной гарантией интересов отдельных лиц и общества в целом. Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону. Презумпция невиновности, имеющая основополагающее значение для защиты прав человека, возлагает обязанность доказывания на обвинение. В ходе судебного разбирательства подсудимые по общему правилу не должны заковываться в наручники или содержаться в клетках, или каким-либо иным образом представлять на суде в обличии, указывающем на то, что они могут быть опасными преступниками. Каждый имеет право при рассмотрении любого предъявленного ему уголовного обвинения на следующие гарантии: быть в срочном порядке уведомленным о предъявленном ему уголовном обвинении, иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты с выбранным им самим защитником, быть судимым без неоправданной задержки, быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через выбранного им самим защитника, допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, пользоваться бесплатной помощью переводчика, не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным. Каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на пересмотр приговора в вышестоящей судебной инстанции.